За одну неделю я превратил 1 цент в 22 евро, но смогу ли я пройти весь путь до самого редкого набора Лего Валли? В прошлой серии я начал всего с 1 цента и сделал десяток обменов, продал мини-фигурки и даже отдельные детали. Но правила остаются теми же, нельзя тратить свои деньги, только то, что заработал. Все, что я получаю, выставляется на продажу, а если я проиграю, то раздам 10 мини-фигурок своим подписчикам. Моя цель – собрать деньги на легендарный набор Лего Валли, тот самый, что исчез из магазинов и стал мечтой коллекционеров. Так что с 22 евро на счету пора перейти к новым обменам. Погнали! Так, вот такое объявление я нашел. Это у нас мини-фигурка Че из серии Ниндзяго. Фотографии нечеткие, но это не самое важное. Значит, по поводу этой мини-фигурки. Ее продают за 5. Новая такая мини-фигурка, если ее перепродавать, стоит 10. Но АБУ примерно столько и стоит. То есть 5-4 евро. Возможно, даже это немножко дороже, чем рынок. Но самый главный прикол этой мини-фигурки: если на нее надеть плащ, который можно заказать дополнительно в магазине Лего, например, то цена этой мини-фигурки сразу же вырастает в 2 раза. Поэтому я сейчас покупаю эту мини-фигурку, заказываю, пишу продавцу, забираю ее, затем заказываю дополнительно плащ, мы одеваем ее в плащ и продаем уже x2. 2000 years later. Ну вот я снова дома, и у меня уже есть и Лего мини-фигур, которую я только что купил. То есть можно списывать 5 евро. И также сразу же мне пришел уже плащ, потому что я решил подождать, думаю, пускай сразу, когда все придет, тогда я уже сразу сделаю на все сразу обзор. Плащ у нас стоил 2 евро, сразу же списываем из бюджета, и мини-фигурка 5. И теперь, во-первых, давайте посмотрим на качество, я уже, конечно, немножко посмотрел. Ну, есть небольшие следы пыли, но в целом мини-фигурка в отличном состоянии, то есть нет никаких каких-то сколов, вмятин, например, на лице. Или царапин, то есть мини-фигурка вполне хорошего качества, единственное, что пыль, но пыль это все спокойно протирается, поэтому можно выставлять практически как новую. То есть на цену это не сильно повлияет, поэтому мы одеваем на нее плащ, и смотрите сейчас просто как мини-фигурка сразу же прибавляет в цене примерно в 2 раза. То есть она до этого стоила, мы купили ее за 5, плюс плащ за 2, то есть в сумме мы потратили примерно 7 евро. А продавать мы ее будем за 15. Я думаю, если выставить за 15, мы очень быстро ее продадим. Потому что средние цены у нее где-то 18-17 евро на новую. Так как у нас есть была немножко пыль, я выставляю за 15. Думаю, это вполне справедливая цена. Ждем, пока у нас ее купят. Так. С момента выставления этой мини-фигурки прошла буквально неделя. Честно, я не засекал, сколько по времени. Но плюс-минус прошла неделя. То есть там примерно 5 дней, потому что, если говорить точно, у нас заказали ее быстрой отправкой, поэтому мы получаем 15 евро, доставка у нас все оплачено. Вот у меня есть такая специальная квитанция, которую нужно, не знаю, здесь, не надеюсь, что здесь ничего не написано, если что, я замажу. Ее надо будет специально приклеить на наш конверт, поэтому давайте сейчас убираем это туда в конверт вовнутрь, сначала в пакетик. Я не знаю, скорее всего, многие будут писать, зачем пакетики. Пакетики нужны, чтобы мини-фигурка не пострадала. То есть, смотрите, когда я закрываю пакетик, внутри него остается воздух. И когда, например, на мини-фигурку что-то упадет, то воздух этот, он как бы скомпенсирует и не даст мини-фигурке самой повредиться. А иногда я запаковываю даже в 2 пакетика, тогда получается еще больше вот прослойка воздуха. И если там что-то как-то ударится конверт или что-то еще, чтобы мини-фигурка сильно не пострадала. Просто кому интересно, не знаю, в комментариях будет писать. Я уже предвижу на будущее. Так, закрываем. Подождите, чуть не забыл. Обязательно нужно положить QR-код на мой YouTube канал. Без этого никуда. Упаковываем. Так, отлично выходит. Теперь сверху наклеим вот эту вот квитанцию, которую я еще раз замажу обязательно. И можем отправлять на почту. Приклеим сверху квитанцию вот так вот. И отправляем ее на почту. Так, значит, вот такое объявление я нашел. Тут у нас продают разобранные детальки от сборных фигурок по Star Wars. Вот такой вот коробочке. Немножко деталек. 8 евро. Что я могу судить? Во-первых, здесь есть 2 головы от больших фигурок. Если мы загуглим цены на такие большие фигурки, первая будет стоить примерно 10, вторая будет стоить примерно 20 евро. Это в новом состоянии, я не уверен, что это будет в новом состоянии. В общем, перепродавать мини-фигурки, это я решил, что слишком скучно. Давайте что-нибудь добавим интересненького. В общем, я покупаю сейчас такой набор, приезжает, мы смотрим его, собираем.
и пытаемся уже потом перепродать. Возможно, докупим каких-нибудь недостающих деталей, если они понадобятся. Но если это, естественно, не будет слишком дорого. Значит, ребят, я только что взял этот набор, мне отдали его прямо вместе с этой вот коробкой большой. Иду сейчас домой, 9 евро списываемся с баланса. И уже давайте домой придем, посмотрим, что там за детальки. Соберем, разберем и посмотрим, что у меня получилось, что же мы купили там. Так, значит, вот эта коробка. Открываем. Коробку, естественно, продавать не будем, потому что это не детальки Лего. Вот что у нас внутри. В принципе, так, вот у нас есть голова раз от большой минифигурки, вот у нас есть часть от второй минифигурки 2. Значит, я думаю, я сейчас попытаюсь восстановить их. И затем уже вернусь к вам, как только попытаюсь их этих восстановить, и посмотрим, что у нас уже имеется такого целикова. Значит, вот что у меня получилось собрать из этих деталей. У нас есть такая вот раз минифигурка, у нее не хватает бластера, тут просто нет таких деталей, из которых можно было собрать еще дополнительный ей бластер. В целом, в хорошем состоянии, нет никаких там следов пыли или еще что-то, видимо, держали вот в этом закрытой коробке, которая была на фотографии. Мы можем выставить эту минифигурку, я посмотрел, если средний рынок на нее был примерно 10 евро, я думаю, попробуем выставить за те же 10, несмотря на то, что у нее нет бластера. Потому что состояние очень хорошее, практически новое. В общем, выставим за 10, посмотрим, если не купят, тогда, может быть, уменьшим цену уже, попробуем ниже что-то. По поводу этой минифигурки, так, во-первых, тут какая-то еще лишняя деталька. У нее вообще не хватает очень много сзади, потому что должны быть идти, во-первых, должен сзади идти такой большой провод вот туда вот к бластеру. И вот здесь в правой руке тоже должны быть детали. В общем, много деталей не хватает. Новая минифигурка такая продается за 22 евро. БУ 14-15, мы выставим БУ тоже за 10, как и ту, потому что не хватает очень много деталей. Состояние тоже вполне хорошее. Вставляем за 10. Значит, обе минифигурки по 10, это 10, это 10. И, в принципе, можем уйти в плюс такие в 12 евро, вполне нормально. Заказ дополнительной детальки какие-то не вижу смысла, потому что это выйдет дороже, и много нам денег это не принесет, только отнимет у нас еще дополнительное время, примерно где-то недели-две, пока все это будет доставляться мне сюда домой. В общем, заказывать дополнительные детальки не будем. По поводу того, что здесь осталось, ну, это просто какие-то дополнительные детальки, видимо, перемешались с другими наборами, или у них где-то было еще такие. В общем, их никак распознать я не смог. Возможно, если вы сможете распознать, напишите обязательно в комментариях, в каких наборах могут быть эти дополнительные детальки. Вот что у меня получилось из них собрать. К этим наборам они никакого отношения не имеют, потому что я смотрел инструкции, собирал по инструкции. Это детальки просто, я не знаю, откуда они. Выставляем их, эти два набора, и ждем, смотрим, когда у нас что-нибудь из этого купят. Так, и вот прошло буквально несколько дней, и у нас купили эту минифигурку, эту большую минифигурку за 10 евро. Возможно, я выставил ее слишком дешево для такого качества. И смотря среднюю стоимость на рынке, возможно, выставил слишком дешево, но уже ее купили, деньги нам перевели. Поэтому упаковываем ее и отправляем. И можем сразу же прибавлять уже в бюджет, потому что деньги пришли, 10 евро. Так, в последний раз я держу эту минифигурку, потому что у нас ее купили. И не в этот раз не отправкой по почте, а в этот раз решили ее забрать самостоятельно. Поэтому я ее упаковывать даже никуда не буду. Я просто сейчас ее вот так вот возьму, уберу себе в портфель и пойду отдам ее человеку. Так, значит, вот эта минифигурка. На улице идет дождь, то есть не очень удобно сейчас показывать, что-то снимать. Что у меня в одной руке зонтик, в другой минифигурка, в третьей еще нужно держать камеру. Так что я встречу записывать именно не буду, но я в конце скажу, какие итоги. Значит, все прошло отлично, вот 10 евро, я отдал фигурку, деньги заплатили, все прошло вообще великолепно. Я просто отдал, он посмотрел, сказал, что все нормально, дал мне 10 евро и все. Поэтому прибавляем 10 евро в бюджет и идем дальше. В общем, я сейчас листал Kleinanzeigen, смотрел, что можно еще купить для нашего челленджа. Листал и нашел вот такое очень прикольное объявление. Значит, что нам здесь предлагают? Есть серебряный Mystery Box с минифигуркой. Стоит 5 евро. И есть золотой Mystery Box за 10 евро. В описании написано вот 5 евро, бла-бла-бла, без гарантии. Состояние в основном новое или очень новое, или очень хорошее.
Я не знаю, ребят. У нас, в принципе, бюджет позволяет купить и серебряный, и золотой. Я думаю, купить каждого по одному. Ну, не знаю, мне кажется, это очень прикольно. Плюс мы заодно проверим, можно ли вообще на таких боксах заработать, потому что я очень много таких объявлений видел. Там со всякими боксами. Тут они выглядят более-менее прилично. Плюс этот магазин я уже знаю. Я заказывал у него уже другие мини-фигурки до этого раньше. Детальки у него заказывал. То есть, проверим, посмотрим, я не знаю. В общем, я думаю, 100% надо брать. Даже если мы уйдем немножко в минус. Я думаю, ничего страшного. Потом еще окупимся. Так что я заказываю, оплачиваю 1 за 10, 1 за 5. Посмотрим, что нам попадется. Так, ну что ж, мне пришли наши мистери-боксы. Один серебряный и один золотой. Так, я сразу же подготовил телефон с открытым брикогнайзом, чтобы мы сразу же могли фотографировать, смотреть, какие мини-фигурки и сколько они стоят. Левый. Так, давайте положим их в порядку. Значит, серебряный стоил 5 евро, списан из бюджета. И золотой он стоил 10 евро, списываем из бюджета. И посмотрим, как мы окупимся. Давайте начнем с серебряного. Так, я не знаю, как тут распаковывать. Я вот чувствую, что мифур где-то внутри. Давайте, наверное, мы просто тут с одной стороны вот так отрежем. И тогда она должна, получается, по сути, выпасть вот тут вот так вот. Ну что ж, блин, я не знаю, очень стрёмно. 5 евро стоил этот набор. И... Это, блин, ну это 100% минус. Это уже, ну это я 100% минус, ребят, это 100% уже минус. Я знаю, сколько стоят такие дроны, они примерно стоят евро, 1,5. И мы смотрим, вот дрончик, и цена его на нового 2 евро, на использованного евро 1,5. Значит, можно будет выставить, я думаю, это вполне, я думаю, это новый, скорее всего, дрон, можно выставить его будет за 1,5 евро. Но, получается, мы ушли в минус 3,5 евро. Я его выставлю, продам, посмотрим. В общем, вся надежда теперь остается только на золотой мистери бокс. Ну, либо это реально просто какой-то скам и обман. Буду надеяться, что там что-то интересное, блин. Я реально вот просто... Напишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, что там внутри. Потому что буквально через секунду я открываю. И... О! Это золотой ниндзя. Ну-ка, сейчас посмотрим. Кстати, вот он может стоить уже реально каких-то денег. Так, сейчас фокусируется. Вот он реально может чего-то стоить. Так. Мы уже ушли в минус 3,5 евро. Так, и... Офигеть! Новый стоит 22 евро. То есть, вот смотрите, куда я смотрю. 23 евро стоит новый. И БУ 10. Вот этот, смотрите, он. Давайте посмотрим сейчас состояние, потому что по состоянию мы это сможем определить. Но, скорее всего, если так в сумме все посчитать, скорее всего, мы уйдем в ноль. Я думаю, вряд ли мы что-то заработаем. Ну, в принципе, опа-на. А что же я вижу? Во-первых, вы видите эти вмятины на руках. Вмятину на руках, раз. Тихо, камера, не дрожи. Вмятины на голове. Точки на руках. Короче, это БУ. Это 100% БУ. Значит, больше 10 евро мы ее не продадим. В общем, с этой посылкой, видимо, мы ушли в ноль. С этой мы ушли в ноль, а с этой мы ушли в минус 3,5 евро. В общем, вот такие результаты получились. Эти мини-фигурки я сейчас выкладываю в магазин и продаю. А мы идем дальше. Вот такую мини-фигурку я только что купил за 40 евро на блошином рынке. Как бы иронично это не было, но там, где мы начинали, там мы по факту и закончим. Потому что, продав эту мини-фигурку, я покупаю набор. Не тратим времени, выкладываем ее и ждем. И да, сейчас уже во время монтажа я заметил, что я забыл сказать, сколько стоит эта мини-фигурка. Ее средняя цена примерно около 70 евро. Я ее выложил за 69. Ну и вот, спустя 2 месяца покупок и перепродаж, у нас наконец-таки достаточно денег, чтобы купить этот легендарный набор по Валли. Ну что ж, наш челлендж и видео подошли к концу.
Распаковку этого набора я буду проводить на стриме в эту субботу. Чтобы подробнее узнать, когда, подписывайтесь на мой телеграм-канал, а также на этот YouTube канал. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить стрим с распаковкой и обзором. На этом все. С вами был Типок. Спасибо, что посмотрели до конца. Всем пока.